Всем привет! С вами Алена, и сегодня при вязании узора я буду использовать тунисский крючок. Его размер 2,5 мм. Число петель начальной цепочки должно быть кратно 4 плюс 7 дополнительных петель. Для образца я наберу 27 воздушных петель в начальной цепочке. После этого вытягиваю петельку на расстоянии примерно 1 или 1,5 см. У меня это больше 1,5. Во вторую петельку завожу крючок и вытягиваю нить на таком же расстоянии. Это будет 2 петли в начале цепочки. Далее накид, отсчитываю 4-ю петлю, 1, 2, 3, 4 и провязываю в нее пышный столбик. Из 6 оборотов с одним накидом. 1, 2. Они также на расстоянии 1,5 сантиметра, как и первые 2 петли. 3, 4. Для того, чтобы они не уменьшались в длине, то когда делаем накид, придерживаем нить пальцем. 5 и 6. Первый пышный столбик готов. Второй накид. Отсчитываем 4-ю петлю. 1, 2, 3, 4. И также провязываем пышный столбик из 6 оборотов с одним накидом. Второй пышный столбик готов. И так довязываем до конца ряда. У меня всего должно получиться 5 пышных столбиков. Провязала 5 пышных столбиков в каждую 4-ю петлю начальной цепочки. И в конце, как и в начале ряда, нужно провязать 2 петли. Отсчитываю 4-ю петлю. 1, 2, 3, 4. Вытягиваю из нее нить на таком же расстоянии примерно, как и все пышные столбики, это 1,5 сантиметра в моем случае. Придерживаю петлю. И последняя заключительная петля. И вытягиваем нить. Вот такой узор получается. И сейчас будем вязать второй ряд этого узора. Провязываем первую петлю, вторую, воздушная петля. И сейчас будем протягивать нить через петлю, вот эту, которая на крючке, и через половину пышного столбика. Он состоит из 6 петель первых на крючке. Отсчитываем их. Вот, половина. И сейчас через них, через первую петлю провожу нить. Воздушная петля. И через оставшиеся петли на крючке пышного столбика
протягиваю нить, воздушная петля, снова через половину пышного столбика протягиваем нить, плюс первая петля на крючке, воздушная петля и оставшаяся половина пышного столбика. И так довязываю до конца ряда, до последних заключительных петель, и покажу, что делать с ними. После того, как я провязала последний пышный столбик в этом ряду, довязываю 2 заключительные петли. Для этого набираю одну воздушную петлю, протаскиваю нить через петлю на крючке и предпоследнюю заключительную петлю, и далее через петлю на крючке и последнюю петлю. Вот такой узор получается. И сейчас мы будем вязать пышные столбики. Для этого я вытягиваю первую петлю на расстоянии 1,5 сантиметра, придерживаю нить пальцем, вытягиваю вторую петлю на таком же расстоянии, придерживаю нить и далее провязываю пышный столбик из 6 оборотов с одним накидом. Крючок буду заводить прямо посередине пышного столбика прошлого ряда. Набираю 6 оборотов с одним накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Накид. Следующий пышный столбик. И так довязываю до конца ряда в каждый пышный столбик в его центральную часть. Провязываю пышные столбики из 6 оборотов с накидом. Сейчас я провяжу еще несколько рядов этого узора и покажу вам, что получилось. Я уже провязала несколько рядов, и в конце еще хочу вам показать, как вытягиваю нить из заключительной петли. Вот я вытянула предпоследнюю петлю, и в самую последнюю завожу крючок за 2 полупетли, вытягиваю нить. Такой узор получается. Вяжется очень просто, очень быстро. И вот такой он объемный. И очень мягкий. И очень пушистый и приятный на ощупь. Я благодарю вас за просмотр данного видео. Если оно было для вас полезно, ставьте нравится, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии. Желаю всем хорошего творческого настроения и всем пока!